Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 16 июля. Обращаем ваше внимание, сегодня денежный день. Скажите два слова, и вы обязательно получите все, что вы задумали в своей жизни. Главное, говорите эти два слова искренне. И в этот момент представляете, что действительно вы получаете вот те блага, которые вам нужны и ценны. Далее, друзья, все будем более подробно. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео, поддержите нас, обязательно подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны. Ну, а мы с вами начинаем. Итак, друзья, 16 июля. Обращаем ваше внимание, что сегодня по лунному календарю у нас с вами растущая Луна. Луна находится в знаке зодиака Скорпион и образует оппозицию к Марсу в Тельце. И вы знаете, вот именно это астрологическое положение на небе вызывает у людей такую вот материальную озабоченность и обостряет денежные проблемы. И это очень здорово, потому что по энергетике день денежный, но чтобы деньги у вас появились, вы в первую очередь должны сделать первый шаг. И один из таких шагов — наша практика, о которой мы с вами поговорим далее. В то же время сегодня уделите внимание вашему планированию денег и распределению, правильному распределению. Конечно же, иногда это очень сложно, особенно когда маленькая там зарплата, пенсия или какой-то маленький свой доход, но помните о том, что вы должны быть открыты Вселенной, миру и просить то, что вам действительно важно и нужно. Не зацикливайтесь на том, что ой, у меня ничего не получается, у меня ничего не будет и так далее. Тогда и Вселенная говорит: ну хорошо, вам это не надо, идем дальше двигаться. И вы дальше идете своей дорогой. Поэтому всегда проговаривайте. Бывает так, что вы Вселенную, своего ангела-хранителя, высших сил чем-то попросили. Например, о том, чтобы у вас появился дополнительный доход. Или вам повысили зарплату, или дали какие-то бонусы, потому что у вас появилась одна, вторая, третья ситуация. Люди думают о том, что прямо деньги прямо всю секунду приходят на тарелочке с золотой каемочкой. Но вы должны понимать о том, что Вселенная, она волшебна. И здесь ваша задача увидеть те знаки, те подсказки, которые она дает. И поверьте, Вселенная, она изобильна. И она готова каждому это дать, да. Вы должны также еще обращать внимание, что мы с вами живем в материальном мире. Наши тела – это материя, а мы обращаемся и работаем в первую очередь с энергиями, а не наоборот. Когда вы это поймете, вы увидите, как ваша жизнь также кардинально изменится, потому что очень многие люди зациклены на том, что я получаю пенсию, как я буду жить. То есть человек думает именно не материей, то есть он не понимает о том, что сначала нужно энергию создать, нужно показать Вселенной, попросить ее о том, что вам действительно это важно или нужно. Также обращаем ваше внимание, что Луна сегодня у нас с вами в Скорпионе, и она символизирует глубокие эмоции, интенсивные чувства и стремление к трансформации. Также у нас с вами Скорпион ассоциируется с тайными знаниями, интуицией и способностью проникать в суть вещей. Влияние Луны в Скорпионе может усиливать эмоциональную чувствительность и склонность к драматическим переживаниям. Оппозиция Луны к Марсу создает напряженные энергии, которые могут проявляться в конфликтах, в спорах и внутренней борьбе. Марс, находясь в Тельце, фокусирует свою энергию на материальных и на финансовых вопросах, что делает этот аспект особенно значимым для решения денежных проблем. Как мы уже сказали ранее, сегодняшний день, 16 июля, будет отмечен материальной озабоченностью. Оппозиция Луны и Марса указывает на необходимость экономии и целевого распределения денег. Неожиданные расходы и финансовые обязательства могут вызвать стресс и напряжение. Поэтому сегодня в этот день будьте осторожны со своими расходами и избегайте ненужных покупок. Сосредоточьтесь на сохранении ресурсов и рациональном использовании денег. Не
забывайте сегодня планировать бюджет и распределять деньги таким образом, чтобы покрыть все необходимые расходы. Это поможет вам избежать финансовых трудностей. Если у вас есть какие-то непогашенные долги, кредиты, постарайтесь сделать выплаты вовремя, для того, чтобы избежать проблем с кредиторами. Обращаем ваше внимание, именно в этот день могут возникать какие-то ситуации, какие-то нюансы, проблемы именно связанные с долгами, с кредитами. Поэтому, если у вас есть долги, то, пожалуйста, сделайте так, чтобы с ними рассчитаться. И 16 июля, вот именно тот день, который даст толчок к тому, что, возможно, вы увидите то, как вы можете рассчитаться со своими долгами и кредитами. Кроме того, обращаем ваше внимание, что обстоятельства, в которых вы сегодня можете оказаться, могут заставить вас искать новые источники ресурсов, включая займы и кредиты. Но здесь очень важно, чтобы вы подходили к этому вопросу ответственно и избегали любых необдуманных решений. Кроме того, сегодня, возможно, вас Вселенная будет подталкивать к тому, чтобы взять кредиты, займы, то внимательно изучайте условия и выбирайте наиболее выгодные предложения. Не берите больше, чем можете себе позволить вернуть. Это очень важное правило, потому что если вы берете лишь бы взять, или кто-то вас просит взять на вас долг, потому что он говорит о том, что он рассчитается, у него все будет в порядке и так далее, помните о том, что здесь очень есть один важный нюанс. Именно этот день проверяет людей на деньги, на ихнюю осознанность, на их понимание. А помните о том, что каждый несет свою, именно судьбу, несет свою, идет по своей дороге. Если вы решили кому-то помочь таким образом, то вы в первую очередь портите себе дорогу, портите себе жизнь, а не тому человеку. Кто-то говорит: ой, так я же кредитную историю себе улучшаю. С одной стороны, возможно, вы улучшаете кредитную историю, если то для того, кого вы берете кредит, он рассчитается. Ну а если он не рассчитается, то вам придется взять все обязательства на себя. Поэтому вот сегодня вот такой день проверки людей. Возможно, также сегодня рассмотрите возможность подработки или каких-то новых проектов, которые вам могут принести дополнительный доход. Да, сегодня будут поступать много очень важных, интересных предложений. При этом у каждого это будет свое какое-то предложение. Кто-то предложит просто помочь где-то подработать, а кто-то предложит, возможно, и новую работу. Здесь ваша задача не работать с эмоциями, а все взвесить все за и против. Также, если вы сегодня вам предлагают вложить в что-то деньги, в какие-то инвестиции, в недвижимость, какие-то акции и так далее, сегодня не спешите. Еще раз, сегодня проверка денег идет на именно как вы умеете рационально использовать, как вы умеете мыслить, анализировать, планировать. Поэтому, если у вас некому, если вы не знаете, как поступить, возьмите лучше паузу и проконсультируйтесь. Узнайте, как вам лучше вложить, куда вложить, когда это сделать и так далее. Кроме того, каждый из нас живет в разных странах, где разные законодательства и есть определенные нюансы. И вот эти нюансы обязательно нужно знать. Поэтому обратитесь к какому-то эксперту, возможно, у вас кто-то есть человек в вашем окружении, который работает с этим, и проконсультируйтесь. Это очень важно. Также на что сегодня еще обращаем ваше внимание, что несмотря на материальные трудности, в которых некоторые люди сегодня могут оказаться, но этот день принесет и позитивные финансовые события. Луна в Скорпионе способствует внезапным изменениям и неожиданным поворотам судьбы. Вы можете получить неожиданную материальную помощь от друзей, родственников или даже благотворительных организаций. Также сегодня ни с того ни с сего могут появиться неожиданные денежные переводы или возврат долгов, что поможет улучшить ваше финансовое положение. Возможно, сегодня и неожиданные подарки, бонусы, которые принесут радость и финансовую поддержку. Также, если у вас сегодня появляются какие-то выгодные сделки, к которым вы давно готовились, и вы осознаете, понимаете, что да, это ваш шанс, заключайте, или как вариант воспользуйтесь специальным предложением, которое может появиться при этом внезапно и в самый неожиданный момент для вас. Также, если вы сегодня покупаете какую-то технику, что-то достаточно дорогое, обязательно вы обращайте внимание на скидки, на какие-то бонусы, на какие-то льготы.
Сегодня люди легко идут на разговор, на общение, и ваша задача что-то получить, какой-то бонус, это тоже достаточно прекрасно. И, друзья, сегодня обращаем ваше внимание, что именно сегодня вот то астрологическое сочетание, которое появляется у нас сегодня с вами на небе, создает особенную, уникальную энергетику, которая будет способствовать финансовому благополучию. И обращаем ваше внимание, что сегодня Луна в Скорпионе поможет вам обнаружить скрытые возможности и использовать их для достижения своих целей. Но также она будет способствовать и эмоциональной глубине и интуитивному пониманию денежных потоков. Также сегодня идеальный день для того, чтобы вы использовали силу позитивных утверждений. Слова, которые вы сегодня говорите, которые вы транслируете, могут значительно усилить вашу способность привлекать денежную энергию. Следующие два слова, которые вам нужно сегодня говорить, говорите их с уверенностью и верой в их силу. Итак, какие слова? Первое слово «благодарю». Это очень важное слово. Сегодня, вне зависимости от ситуации, благодарите. Благодарите то, что вас кто-то окружение вашем помогает вам. Благодарите родных, близких. Благодарите ангела-хранителя, высшие силы. Вот просто слово «благодарю». И второе слово «процветание». Говорите вот просто на протяжении всего дня. Только главное, что у вас было хорошее настроение, вы не были чем-то недовольны, обижены и так далее. Говорите «процветание» или «я процветаю». Потому что эти слова помогут не только вам привлечь финансовое благополучие, но и улучшат общее состояние изобилия и успеха. Не бойтесь их говорить. Где бы вы сегодня не были, где бы вы сегодня не находились. Даже если вы едете сегодня в общественном транспорте, время от времени просто благодарите. Вот можете просто, вот вы едете в общественном транспорте, возьмите, посмотрите на кого-то, улыбнитесь. Пусть человек этот читает книжку, или, возможно, вы едете, а кто-то идет по улице, допустим, или вас кто-то так заинтересовал, да, потому что, например, человек выгуливает собачку свою любимую, или еще какие-то действия. Просто скажите слово «благодарю» и улыбнитесь. Не забывайте, что именно это важно в первую очередь для вас, а не для тех людей. На что еще, друзья, стоит обратить внимание, так это на лунный календарь здоровья. Обращаем ваше сегодня внимание, что сегодня Луна в Скорпионе будет способствовать глубоким эмоциональным переживаниям. И это, к сожалению, в какой-то степени может повлиять на психическое состояние. Поэтому уделяйте сегодня внимание своим эмоциям и старайтесь поддерживать внутреннее равновесие. Кроме того, Скорпион управляет процессами регенерации и обновления, а значит, это прекрасный сегодня день для процедур, направленных на восстановление организма и укрепление вашего здоровья. Поэтому также сегодня хорошо заниматься физической активностью, это может быть прогулки на свежем воздухе, это может быть спорт, это может быть фитнес. Также не забывайте о процедурах сегодня для восстановления. Те же массаж, спа-процедуры. Массаж поможет вам снять напряжение и улучшить ваше кровообращение. Также уделяйте сегодня внимание питанию. Включите в рацион обязательно свежие овощи, фрукты, рыбу, орехи. Но не забывайте, конечно же, на протяжении всего дня пить достаточно воды, особенно если вы сейчас находитесь в том месте, где достаточно сильная жара. Помогайте своему телу быть в гармонии и в балансе. Что же касательно, друзья, карты Таро, то сегодня на 16 июля выпала карта Таро Маг. И эта карта указывает на то, что у нас с вами сегодня на протяжении всего дня есть все необходимые ресурсы для того, чтобы достигать тех или иных целей. Также сегодняшний день под влиянием карты Маг будет наполнен энергией и возможностями для проявления ваших способностей и достижения цели. Этот день благоприятен для начала новых проектов, принятия важных решений и использования ваших навыков для достижения ваших
успехов. Поэтому сегодня обязательно действуйте решительно. Не бойтесь действовать и принимать смелые решения. Кроме того, карта Маг напоминает нам о том, что у вас есть все необходимые навыки и знания для того, чтобы достигать успеха. И здесь нужно их использовать на полную мощь. Также сегодня карта Маг говорит о том, что мы сегодня должны быть креативными. То есть Маг сегодня нас вдохновляет на творчество, на инновации. Поэтому используйте этот день для реализации своих творческих идей и проектов. При этом у каждого это будет что-то свое. Кто-то любит кулинарию сегодня заниматься, откроет в себе какие-то новые интересные навыки. Кто-то любит вышивать, кто-то рисовать и так далее, и так далее. У каждого это свое. И, друзья, совет от Архангела Михаила. Первое основное послание: действуйте сегодня с уверенностью, потому что этот день будет требовать решительности и готовности преодолевать препятствия. Вера в свои силы и божественную поддержку поможет вам справиться с любыми трудностями и достичь поставленных целей. Кроме того, обращаем ваше внимание, что Архангел говорит нам о том еще, что сегодня нас ждут неожиданные вызовы и препятствия. И главное, что мы с вами не боялись тех трудностей и верили в себя. Обязательно верьте в свои силы. Даже если вам на данном этапе вам тяжело и вы не знаете, как поступить, помните о том, что ваше сердце обязательно вам подскажет и направит вас на тот путь, который принципиально, возможно, для вас будет важен и нужен. Друзья, вот такой у нас сегодня с вами день, 16 июля. Мы надеемся, наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. Прямо сейчас ставьте лайк, поддержите наш канал. Также, друзья, обязательно подписывайтесь, если вы еще не подписаны. Но прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам благ, друзья! Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.